Сербии самые массовые протесты в новейшей истории страны. Кто-то обязательно скажет, что всему виной национальные корни, кто-то акцентирует внимание на пропутинской позиции Вучича, но правда, как всегда, глубже и одновременно проще. С вами коллектив канала Перемен, и мы поговорим сегодня о протестах в Сербии. Дорогие друзья, перед просмотром нашего нового видеоролика настоятельно просим подписаться на наш канал в Telegram. Там мы анализируем актуальные новости с классовых позиций, выпускаем эксклюзивный материал по трепещущим событиям, рекомендуем книги к прочтению в рубрике «Что почитать», разоблачаем мифы в рубрике «Разбор фальсификаций», анонсируем онлайн-кружки и, конечно же, рассказываем о опыте солидарности рабочих разных стран в борьбе за коммунизм. QR-код на экране, ссылка, как всегда, в описании. Приятного просмотра. Приход к власти Александра Вучича в 2017 году – это классический пример того, как буржуазная клика, прикрываясь популизмом и националистической демагогией, грабит страну, продавая ее по кускам империалистам и олигархам. Его карьера – путь от ультранационалистического поджигателя 90-х до евроинтегратора и миротворца, готового целовать и Путину сапоги, и фондом ЕС руки. Разберем, как он захватил власть. Вучич начинал как ярый сторонник национализма и лидер ультранационалистической партии. Он выступал за Великую Сербию, оправдывал этнические чистки в Боснии и требовал войны с НАТО. Тогда он был голосом реакционной части буржуазии, мечтавшей о реставрации имперского мифа. Но в 2008 году Вучич предал своего лидера и перешел в сербскую прогрессивную партию СНС, которую создавали как умеренную. Это произошло потому, что сербский капитал, связанный с Евросоюзом, понял, после бомбежек 1999 года национализм нужно упаковать в европейскую оболочку. В 2012-2017 годах Вучич стал премьер-министром и начал разыгрывать спектакль борьбы с коррупцией и реформ. Его партия СНС захватила СМИ, суды, полицию. Либеральные реформы привели к приватизации заводов, сокращению пенсий и подавлению профсоюзов. Под лозунгами о европейском выборе Сербия превратилась в полуколонию ЕС и Китая. СНС фальсифицировал выборы, устанавливала контроль над телевидением, травила независимых журналистов. Вучич мастер гибридной диктатуры, он говорит о демократии, но держит власть через страх и коррупцию. Все эти методы очень сильно напоминают нам... Да. С началом СВО России против Украины Сербия формально стремится в ЕС и получает кредиты и помощь в обмен на открытие рынка для немецких корпораций. Но Вучич дружит с Россией, потому что последняя покупает через дешевый газ и оружие своих союзников. Его нейтралитет – это шантаж Запада, чтобы выбить больше денег. Косово. Вучич спекулирует на защите сербского народа, но на самом деле он сдает Косово, позволяя западным компаниям грабить ресурсы. Заводы, приватизированные в нулевых, либо банкроты, либо принадлежат иностранцам. Профсоюзы разгромленные, стачки подавляются. Молодежь и интеллигенция устали от воровства. Но оппозиция, управляемая прозападными либералами, не предлагает ничего, кроме смены вывесок. И ЕС, и США, и Россия видят в нем стабильного партнера, то есть гаранта их инвестиций. Его режим – идеальный посредник для грабежа Балкан, страх перед революцией, буржуазия Сербии боится, что социальный взрыв объединит рабочих, студентов и крестьян. Вучич – их щит от нового 1941 года. В Сербии с 2023 года по сей день идут массовые протесты под лозунгом «Сербия против насилия». Они начались после кровавых жертв в мае 2023 года. Народ винит в этом Вучича. В 2024 году они охватили 22 государственных факультета по всей стране. Студенты бойкотируют здания и блокируют вход в аудитории. С одной стороны, это отголоски прошедших в октябре 2023 года оппозиционных акций. Сербы обвинили тогда чиновников в коррупции. С другой, у студентов есть своя повестка. Например, они требуют подробного и честного отчета о восстановлении железнодорожного вокзала в Нови Саде, так как в начале ноября на ЖД-станции обрушился только что отреставрированный козырек и насмерть раздавил 15 человек, в том числе студентку филологического факультета. Кроме того, молодые люди хотят справедливого наказания для виновных в нападении на учащихся факультета драматического искусства и увеличить финансирование университетов. Правительство уже заявило, что организаторы акций на самом деле получили поддержку от хорватской разведки.
и вообще крайне сомнительные личности, но к серьезным репрессиям не прибегли. Сербия встала. Всеобщая забастовка пронизала страну. Вечером 26-го Белград гремел кастрюлями. Жители выстукивали всю ярость и закон домов. А 27 января 2025 года началась блокада автокоманды, главной транспортной артерии столицы. Движущая сила — студенты, объявившие забастовку в университетах по всей стране. Их требования четкие и бескомпромиссные. Публикация полного комплекта документов о злополучном ремонте, привлечение к ответственности всех виновных, прекращение преследования протестующих и увеличение финансирования высшего образования на 20%. К студентам присоединились профессора, знаменитости Джокович и Кустрица, превращая студенческую волну в цунами народного гнева. Мишенью стала не только халатность и коррупция, но и сам режим Вучича, чье правление довело людей до точки кипения. Вучич ответил публичными выступлениями вечером 27 января, пытаясь погасить пламя. Он заявил о публикации документов на сайте, обещал выполнить требования студентов, сменив 50% правительства, выдать бесплатные учебники школьникам и провести референдум о доверии к себе, а также поручил возбудить 8 дел против нападавших на демонстрантов. Но это всего лишь запоздалые уловки, не способные заглушить крик справедливого гнева. Итак, каковы требования протестующих? Это отставка министров-коррупционеров, распуск проправительственных СМИ, отмена ток-шоу, разжигающих ненависть. Но за этим стоит нечто большее. Ненависть к капитализму, который превратил Сербию в полуколонию ЕС и Китая. 30% молодежи в Сербии не имеют работы, а заводы распродаются долги. Почему протесты не перерастают в революцию? Страх перед прошлым, буржуазная пропаганда пугает сербов возвратом к 90-м или коммунистической диктатурой. Отсутствие революционной партии, протесты стихийные, которая могла бы указать путь от борьбы с коррупцией к экспроприации капитала. Что же делать? Первое. Объединять экономические требования с политическими, не просто долой Вучича, а заводы рабочим, землю кооперативам. Требовать национализации банков, энергетики, прекращения приватизации. Второе. Создавать советы на предприятиях и в университетах, как в 1941, когда партизаны Тита строили народную власть в огне войны. Третье. Разоблачать ложь о социализме. Сербы забыли, что при Тито Югославия была индустриальной державой с бесплатным жильем и низкой преступностью. Надо напомнить, это не ностальгия по прошлому, а уроки для будущего. Сербия – звено в цепи империализма, ее буржуазия торгует и с НАТО, и с Россией. Задача превратить антиправительственный гнев в борьбу за Балканскую социалистическую федерацию, за мир без границ, войн олигархов. Пока сербские рабочие не поймут, что их враг – класс эксплуататоров, протесты будут затухать. Но история учит, даже в самых темных условиях рождаются новые борцы. Да здравствует интернациональная солидарность, от Белграда до Сантьяго, один фронт борьбы против капитала. Вновь актуален старый югославский лозунг «Смерть фашизму, свобода народу».